Я практически с нуля сделал эти картины, и в этом видео расскажу, как вы можете сделать такой же прикол. Главное, что вам понадобится, немного времени и терпения, но обо всем по порядку. Меня зовут Виктор Тим. Привет! Это называется String Art. Вы могли видеть рекламу готовых наборов для плетения таких картин от компании Ringstring. Собственно, я так и познакомился с этой техникой, но решил делать все самостоятельно. Сплел первые две картины, наступил на все возможные грабли, а потом узнал еще и про цветной стринг-арт, про который в социальной сети интернет информации как кот наплакал. Но я учел все ошибки, все нашел, все узнал, и сейчас все подробно, по пунктам вам расскажу. Это будет, наверное, самое содержательное видео про стринг-арт в интернете. Все начинается с выбора изображения. Тут главное, чтобы оно не было слишком детализированным. Стринг-арт хорошо передает общий образ, а все мелкие элементы превращаются в шум. Грубый способ проверить, подходит ли картинка для этой техники – уменьшить ее до 50-70 пикселей по короткой стороне. Если после этого изображение нормально считывается, то скорее всего оно подойдет. Я покажу весь процесс на примере портрета Леви Акермана. Не подумайте, что я сумасшедший фанат Атаки Титанов, просто персонаж интересный. Когда с картинкой определились, отправляемся на сайт Diego Maystars. Тут-то и происходит вся магия. Есть и другие генераторы цветных картин нитью, но они платные, и в них либо нет гибких настроек, либо они просто работают отвратительно. Странно, кстати, что этот сайт не выдается в поиске, и я его случайно нашел на Reddit в комментариях к картине льва, на которую наткнулся в Google картинках, пытаясь найти хоть какую-то информацию про цветные картины нитью. Звезды сошлись, не иначе. После регистрации на сайте переходим в раздел «Проекты» и создаем новый проект. Вбиваем название и открываем. Здесь нас встречают два основных окна. В левом окне жмем «Upload» и добавляем наше изображение. Здесь же его можно подвигать, как вам больше нравится, приблизить или отдалить. С помощью ползунков ниже можно настроить яркость, контраст и наклон изображения. В правом же окне настроек намного больше. Нажав на кнопку справа от Generate, мы попадаем в конфигурации генератора. Тут можно выбрать форму картины из выпадающего списка или создать свою, тыкнув на шестеренку. Можно сделать картину даже в виде сердечка. Есть ограничения по количеству гвоздей, минимум 100, максимум 400. Для прямоугольных минимум 96, максимум 396. И для них лучше не использовать круглые числа, а прибавлять к ним единицу. Чем больше гвоздей, тем лучше прорисовка, но на небольших форматах 400 гвоздям может стать слишком тесно, и плести картину будет не очень удобно или даже невозможно. Хорошо, если между гвоздями будет около 3-5 мм. Возвращаемся к холстам и видим, что Леви пропал. Но не стоит пугаться, загруженные изображения хранятся здесь. Стоит заметить, что при каждом обновлении страницы все настройки, кроме окна с конфигурацией генератора, сбрасываются. Поэтому лучше все шестеренки открывать в новом окне. Или можно сохранять драфты, они тоже никуда не исчезнут. Далее по настройкам. Для цветных картин выбираем режим Multicolor. От количества шагов напрямую зависит детализация и количество часов, которые вы потратите на плетение. По моему опыту, на 1000 шагов уходит примерно 2 часа работы. Fade отвечает за тусклость. На минимальных значениях картина получается максимально контрастной, но пропадают мелкие детали. На максимальных значениях получаем прорисованную, но блеклую картину с грязными цветами. Минимальная дистанция – это кратчайшее расстояние в гвоздях для каждого шага. То есть при значении 30 с первого гвоздя нить пойдет минимум на 31 гвоздь. И Color Run отвечает за то, как часто будет меняться цвет. При смене цвета каждые 50 шагов мы получим немного лучшую прорисовку, но потратим больше времени на жонглирование катушками нитей. Перейдем к настройкам цвета. Нажимаем на черный прямоугольник и попадаем в очередное подменю. Здесь мы выбираем цвета нитей. Можно просто взять все базовые цвета по схеме RYB плюс черный и белый и, поигравшись с настройками, получить неплохой результат. Но можно пойти немного дальше и добавить новые цвета. Для этой картины я добавил сиреневый и оранжевый. Так я получу большинство необходимых оттенков без лишнего смешивания. Под настройками цвета ниток можно выбрать цвет основания. Например, выбрав бежевый, мы добавим немного детализации, потому что меньше нити уйдет на заливку кожи. Хотя это настолько незначительно, что можно выбрать любой понравившийся цвет. Итак, вооружившись этими знаниями, экспериментируя с настройками, я подобрал подходящие для себя параметры. И получилась вот такая заготовка. На этом этапе можно закончить схему и приступать к плетению, но я не рассказал про один параметр – толщина нитей. Он значительно влияет на облик картины.
Так как же понять, какое значение выставить? Это зависит от размера будущего полотна и толщины реальных нитей. Я взял свои нитки, намотал 3 десятка витков на гвозди, измерил высоту витков, поделил на количество и получил толщину 28 мм. После этого сделал 3D-визуализацию одной и той же схемы на основаниях разного размера и сопоставил рендеры со скринами с сайта с разными значениями толщины. Получилось, что превью с толщиной 2 похоже на что-то среднее между 30 и 40 сантиметровой картиной в 3D, а толщина 0,5 примерно соответствует размеру 90. После несложных подсчетов получается такая таблица. Если ваши нити окажутся тоньше или толще, то просто воспользуйтесь методом пропорций. Умножьте толщину ваших нитей на табличное значение b и поделите на 0,28. Конечно, это очень неточные данные, как минимум потому, что при изменении толщины на сайте по факту меняется прозрачность линий, а не их толщина, что очень усложняет сопоставление. Но в общем и целом на них можно опираться, чтобы представить, какой в итоге получится картина. Например, первую цветную работу я сделал на фанере со стороной 76 см. Соответственно, по таблице толщину на сайте нужно выставить на 0,9. И вот сравнение превью и готовой картины. По-моему, достаточно близкий результат. Если вам тоже интересно сделать 3D-версию вашей картины, то в моем телеграм-канале по тегу StringArt вас ждет подробная инструкция со всеми скриптами и дополнительными материалами. Благодаря этой модели, кстати, можно заметить нюансы, которых не видно на плоской картинке. Например, на тестовой схеме получилось так, что на одном гвоздике было целых 53 витка. Это в 2,5 раза больше среднего. И на готовой картине такого, возможно, бросалось бы в глаза. А еще подобную 3D-модель можно анимировать и сделать вот такие клевые ролики, как у меня в ТикТоке. Для расстановки гвоздей нам надо как-то разметить основания. Можно это сделать вручную, сидеть, расчерчивать несколько сотен меток, а потом их еще и пронумеровывать. Но можно это дело автоматизировать. Для этого я сделал вот такой проект в Cinema. В нем я с помощью экспресса связал необходимые параметры и постарался для вас все упростить. Нажимаем на настройки и во вкладке User Data выбираем форму разметки. Для сердца или круга выставляем ширину основания. В моем случае это 50 см. Отступ у меня будет 1 см и количество гвоздей 300. В настройках рендера ставим такой же размер 50 на 50 см. Выбираем, куда сохранить, и жмем рендер. Через несколько секунд у нас готова разметка, которую остается только распечатать. Согласитесь, это намного проще, чем размечать вручную. Для картин в форме сердца есть небольшой косяк вот в этом месте, но уверен, для вас это не станет большой проблемой. Если же вы делаете прямоугольную картину, то количество гвоздей надо выставить в группе Rectangle. Высота основы рассчитается самостоятельно. Отсюда же ее можно скопировать в настройки рендера. И чуть ниже вы заметите кнопочку Donate. Нажав на нее, вы можете отблагодарить меня за проделанную работу, или просто отсканируйте этот QR-код. Кстати, если сделать прямоугольную разметку с круглыми числами, высота картины получится такой некрасивой десятичной дробью. Напишите в комментариях, почему так происходит. А этот проект также будет у меня в телеге, и еще несколько готовых разметок с разными параметрами, для тех, кто не готов окунаться в мир 3D. Все, можно выбираться из-за компьютера, печатать разметку и приступать к реальным делам. Выбирая основу для картины, важно помнить, что несколько тысяч нитей создают немалое натяжение, поэтому основа должна быть достаточно прочной на изгиб. Я же об этом не думал, когда делал свои первые картины, и брал за основу клееный мебельный щит. Через несколько месяцев одна из картин превратилась в открытку. Что ж, давайте попробуем это исправить. Получится ли у меня, узнаем позже, а пока вернемся к материалам. Как вы могли догадаться, мебельный щит не лучший выбор. На мой взгляд, идеально подходит фанеры первого, максимум второго сорта, с лицевой стороны. Например, можно взять сорт 2х4 и сучковатую сторону обратить к стене. Толщины в 1 см уже будет достаточно для картин 50 на 50 см. Но я взял 18 мм, потому что гвозди слишком длинные. А сорт моей фанеры 1 на 2. Для прошлых картин я выкрашивал основание в белый или черный цвет. Для этой я покрою фанеру бесцветным лаком. Хоть фанера и стабильный материал, лишний слой защиты не помешает. После покрытия лучше дать заготовке хорошенько просохнуть, потому что далее мы будем сверлить, и если поспешить, мелкая древесная пыль всеми силами будет пытаться приклеиться к нашей фанере. Спустя сутки можно продолжать работу. Самое время наметить, где будет располагаться настенное крепление.
Сделать это позже будет уже не так удобно. Тут выбирайте сами, что вам больше подходит. Я же взял набор вот таких подвесов на шурупах. Главным критерием была надежность, потому что они же пошли и на большие полотна весом под 7 кг. Далее прикладываем нашу разметку и, тщательно разглаживая, закрепляем ее по периметру малярной лентой. Для большей аккуратности я керню все метки для гвоздей с помощью шила. А потом высверливаю отверстие. Возможно, для кого-то удобнее заниматься этим за столом, но у меня быстро заболела спина, и я нашел такой выход из ситуации. На первых картинах я сбивал гвозди без предварительного сверления, и вот как это выглядело. Красиво, правда? Конечно, не последнюю роль сыграл и материал основания. Древесные волокна то и дело норовят направить гвоздь каким-то своим неведомым образом. Сверло я выбрал на 0,1 мм меньше диаметра гвоздей. Так они и забиваться будут без особого труда, и держаться будут достаточно крепко. Сами гвозди же я взял диаметром 1,6 и длиной 25 мм. Лучше брать чуть тоньше и чуть короче, например 1,2 на 20. Но качественных потоньше я не нашел, а покороче побоялся брать, подумал, что повылетают. Но оказалось, в фанере они сидят довольно плотно. На какую глубину забивать? Можно посчитать примерно так. Берем количество шагов в схеме, делим на число гвоздей, получаем среднее количество витков. Умножаем на 2, на всякий случай, и умножаем на толщину нити. У меня получается 8,4 мм. Ну а если вы предварительно делали 3D модель картины, то все намного проще. Надо только посчитать, сколько витков на самом популярном гвоздике и умножить на толщину нити. С небольшим запасом я оставлю плюс-минус 1 см. Удобно использовать какое-нибудь мерило, чтобы все гвозди были на одинаковой высоте. Я нашел такой игральный кубик, который как раз со стороной около 1 см. Гвозди желательно слегка подсгибать наружу, чтобы во время плетения с них не сползала нить. Теперь нужно убрать центральную часть распечатки. Для этого я аккуратно прорезаю бумагу между гвоздями и снимаю получившийся круг. Пылесосом избавляюсь от опилок, и наконец все готово к плетению. Пару слов про нитки. Лучше брать 100% полиэстер, потому что они довольно прочные и износостойкие, и, как правило, они меньше пушатся. У меня, видимо, исключение. Размер я использую, наверное, самый ходовой, 40 на 2, их проще всего найти нужного цвета. Но для меньших картин лучше использовать нитки потоньше, например, вышивальные 120 на 2. Свою первую картину я делал 40-ми нитками на дощечке 20 на 20, и получилось настолько плохо, что пришлось срезать и переделывать с более тонкими нитками. Не допускайте моих ошибок. И я беру сразу большие катушки по 5 килоярдов. Одной такой хватает на 3-4 картины. Для удобства съемки я собрал вот такое рабочее место. Вам же советую организовать хотя бы подставку под катушки. Перед началом подготовьте ножницы, малярную ленту и чего-нибудь попить. Теперь открываем схему на сайте и нажимаем Knit. Здесь можно включить озвучку шагов и выбрать интервал. 2-3 секунды, на мой взгляд, оптимально. С интервалом в 1 секунду плетение превращается в спидран. Привязываем нужную нить к первому гвоздику на несколько узлов. Отрезаем лишнее и нажимаем Play. Плести лучше всегда в одном направлении, огибая гвозди, например, только по часовой стрелке. Не стоит слишком сильно натягивать нитки, достаточно того, чтобы они просто не провисали. Когда подошла смена цвета, не нужно обрезать нить, просто закрепляем ее малярной лентой и отводим в сторону, чтобы не мешалось, а новую катушку переставляем ближе к себе. Когда снова настанет очередь этого цвета, просто продолжим плести с того же гвоздя. Если вы меняли соотношение цветов в схеме, советую заранее выписать, в какой момент закончатся шаги для ваших нитей, чтобы сразу обрезать нить и убрать катушку в сторону. Если вдруг нить запуталась или попалась заметная шишка, не страшно. Ужасно бесит, но проблема невелика. Просто отрезаем этот кусочек и привязываем нить к тому гвоздю, на котором остановились.
Или аккуратно срезаем шишку. В процессе плетения уплотняем витки. И так продолжаем до самого конца. А пока давайте узнаем, как обстоят дела с той схлопнувшейся картиной. Выгибать полотно я буду с помощью квадратного профиля из труб цин. Чтобы не повредить ребра, временно приклею на них отрезки углового профиля. И выгибать я буду на вот таких проставках, чтобы гвозди не позагибались. Что ж, у меня получилось, хоть и пришлось сделать картину в 2 раза толще. Возвращаемся к плетению. Спустя 6,5 часов я добрался до последнего витка. Теперь остается завязать все нити, пообрезать торчащие кончики и отклеить нашу разметку. Конечно же, под ней осталось немного стружки, которую нужно убрать. Стоит закрепить все витки на гвоздях лаком или клеем. Я это сделаю с помощью цапон лака. И последний штрих – прикручиваем крепление. На этом работа завершена и картина готова. Где-то на 4000-м шаге я даже успел разочароваться. Показалось, что оранжевые нитки сделали лицо Леви слишком рыжим, и мне придется плести все заново. Но как же я обрадовался, когда буквально в последний момент картина преобразилась у меня на глазах. Единственное, сиреневые нитки стоило взять понасыщеннее. Несмотря на это, я очень доволен результатом. Наверное, звучит все это слишком сложно, но на деле работа заняла у меня лишь около 10 часов, если не считать съемки и автоматизацию разметки, конечно же. Так что терпение и труд картину сплетут. Можно еще несколько секунд полюбоваться ею. А если вы решите сделать себе подобную картину, обязательно выкладывайте свои работы и отмечайте меня. Очень интересно, что у вас получится. А главное, будет приятно знать, что это видео кому-то помогло. На этом все. Меня зовут Виктор Тим, и спасибо, что смотрите.